Мы подошли с вами к пришиванию молнии. В вязании этой сумки мы рассмотрим вариант, как вшить молнию без подкладки. А в вязании сумки апельсин у нас будет видео о том, как шить подкладку вместе с молнией. У меня здесь молния 29 сантиметров получается. И молния у меня вырезана из длинной молнии. Я сюда поставила собачку номер 7. Лучше использовать молнию, которая сделана из витой спирали. То есть не тракторная, не та, которая пластмассовая, такая литая молния. Она очень жесткая, и когда вы будете пользоваться сумочкой, она будет царапать вам руки. Поэтому лучше использовать вот такую вот спиральную молнию. Это раз. Собачку, если вы берете длинную молнию, которую вы будете использовать потом несколько раз, для нескольких сумочек, вы можете по кусочкам вырезать и использовать, надо брать номер 7. Здесь может быть прям указан номер 7, или просто скажете в швейном магазине, что вам нужен номер 7. Ну или если вы, например, хотите, чтобы у вас была полная гармония, чтобы у вас цвет собачки был такой же, как цвет фурнитуры сумочки, как у меня вот здесь белый никель, или еще его называют серебро, то тогда вы можете купить молнию такого цвета металла, который вам нужен, и заменить ее на замке. Здесь я еще прошила для того, чтобы у меня собачка внизу не выскочила, так как если она выскочит, я ее обратно уже не поставлю. Вот эти моменты я уточнила. Теперь, пока откладываем молнию, берем наши сумочки, 2 половинки сумочки, и нам нужно отсчитать 20 петелек. Это будет наша горловина сумки. Вот эту петельку, где у нас выходит кончик нити, мы не считаем. Считаем следующую петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 отметили. И на следующую петлю ставим маркер. То же самое делаем здесь, только мы считаем, получается, в другую сторону, в противоположную сторону против часовой стрелки. Здесь мы считали по часовой стрелке, а здесь против часовой. И здесь мы считаем так, что вот эта петелька, где у нас последняя вот эта петля, мы ее не считаем. И со следующей тоже отсчитываем 20 петель. И затем на следующую ставим маркер. Итого у нас получается здесь одинаковое расстояние, что у одной половинки, что у другой. И это примерно у нас получается 22 сантиметра. Молнию аккуратно подколоть иголочками. Вначале мы ее не открываем. Вот так мы ее держим в закрытом виде. Оставляем здесь кончик примерно сантиметра 2. Их надо будет тоже пришить, но они у нас будут находиться, эти кончики, внутри сумки. Прикладываем вот эти кончики к сумке. Прикладываем молнии именно к тому месту, где у нас установлен маркер. И закалываем аккуратно иголочками. Перпендикулярно вот так. Теперь еще одну иголочку в серединке используем. И одну иголочку используем с противоположного края. Начинаем пришивать вот отсюда. Старайтесь здесь петли не задевать вот эти внешние петли, потому что они понадобятся нам для того, чтобы потом с помощью оставшейся нити соединить 2 детали сумки. Поэтому прошиваем аккуратно под этими петельками. Можно прям даже прошивать прям через петлю. То есть не обязательно прокалывать петлю иголкой. Можете следовать, вот как идут у вас петли, между петлями следовать иголкой. Закрепляем нитку, делаем несколько стежков взад-вперед и затем начинаем аккуратно шить. Техника шитья здесь может быть, в принципе, совершенно разная. Вы можете сразу шить такими стежками, которые у вас будут идти вперед-назад, чтобы сразу захватывать более плотно. Так, мы продолжаем с вами шить. Старайтесь шить так, чтобы у вас не было заметно. Вот здесь, если иголочки будут мешать, можно убирать. Старайтесь шить так, чтобы не было заметно вообще этой швейной нити снаружи сумки. Прямо под петлями. Если посмотреть вот с этой стороны, то получается мы с вами прям вот следуем под петлями.
под основными петельками. Прошиваем, нитка вот туда уходит вглубь, и ее почти не видно. Итак, я закончила пришивать молнию по одной из сторон. И вытащила все иголочки. Теперь вот так вот посмотрим. У нас молния хорошо открывается и закрывается свободно. Но только пока что по одной стороне. Теперь мы делаем вторую сторону. Для этого молнию открываем до конца. Здесь кончик закреплен, поэтому он не выскочит. И вот здесь смотрим, отмеряем, какое у нас идет расстояние, которое будет утоплено внутри сумки до горловины сумки. Примерно это 3,5 сантиметра. И я прикладываю от этого расстояния замочек молнию на противоположную сторону, таким образом, что когда сумка будет готова, у меня вот здесь вот молния будет ровно, видите? Поэтому здесь смотрите, чтобы у вас замок не перекрутился. И точно так же подкалываем иголочками. Так, лучше с этой стороны, удобнее вот так. Точно так же, как мы делали с другой стороны. Один край, серединка и второй край. Третий край, в принципе, можно и не закреплять, так как здесь у нас нет такой возможности, чтобы его хорошенько закрепить. Поэтому мы пока начнем шить так. И получается, вот так у меня две детали лежат. Я вот этот второй краешек тоже точно так же прошиваю. Здесь в конце потом нужно аккуратно вот так вот поднять, приложить и уже дошить. Мы закончили с вами пришивать замочек молнию. И теперь будем соединять две половинки сумки вместе. Придерживаем изнутри и захватываем только по одной полупетельке с двух сторон. Вот здесь одну полупетлю и здесь одну полупетлю. И провязываем их соединительным столбиком. Вот я подошла к тому месту, где молния заканчивается. Дальше будет легче уже вязать. И продолжаем. Вводим крючок за одну полупетлю здесь и здесь. Не делайте слишком тугие петли, потому что иначе край стянется, будет выглядеть не очень красиво. Чтобы край был ровным, старайтесь петли по размеру делать точно такими же, как вот эти вот наши петли. Итак, я закончила соединять. Вот у меня стояли маркеры. Как раз эти две петельки ровно сошлись. Там, где были установлены маркеры. Маркеры можно убрать. Ниточку отрезаем, но оставляем длинный кончик сантиметров 20 для того, чтобы соединить его с полукольцом. И просто вытягиваем вот так нитку из петли. Вот, наша сумка почти готова. Теперь с противоположной стороны у нас тоже есть кончик нити. Он у меня внутри остался. Это кончик нити тоже для того, чтобы присоединять полукольцо. И я его тоже вытащу наружу, на внешнюю сторону. Вот. И вот у меня получается две ниточки, на которые будут крепиться полуколечки. И давайте посмотрим, как работает молния. Вот наш замок молния. Очень ровно пришита, я считаю. Аккуратно. И самое главное, что очень легко. Это легкий способ, без подкладки. Если вы хотите шить подкладку для сумки, то в параллельном мастер-классе по вязанию сумочки апельсин есть подробное видео о том, как шить подкладку. Так, и там же мы смотрим с вами видео о том, как мы привязываем сюда полукольца и как мы изготавливаем длинную ручку и кисточку. Я закончила вязание сумочки, установила полукольца с двух сторон. Связала ручку и сделала кисточку. Все это делается так же, как в мастер-классе по вязанию сумки апельсин, полукольца, ручка, кисточка. Единственное отличие, что кисточка у нас будет немножко короче здесь у меня. Ну, просто мне так захотелось сделать немножко покороче кисть. А в общем-то все то же самое. И еще в этом мастер-классе мы с вами рассмотрели о том, как нам пришить замочек молнию без подкладки. А в вязании сумки апельсин мы шьем полностью подкладку, поэтому если вы хотите сделать сумку с подкладкой, то вы можете посмотреть мастер-класс по вязанию сумки апельсин и сделать все по инструкции, представленной там. Спасибо вам за внимание. Желаю вам приятного вязания, красивых сумочек. Делитесь со мной вашими результатами.
Отмечайте меня моим хэштегом нитка, _МК.